Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро-прогноз, цыганский пасьянс, неожиданности и сюрпризы ноября 2024 года. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды карт. Карты пасьянса, которые мне очень много лет, даже десятилетий, и карты Таро. На них мы тоже дополним значение, каковы эти неожиданности или с чем это будет связано во второй половине ноября. И у нас интересный период, вторая как раз половина может свидетельствовать о том, что мы получим некоторые новости, которые будут иметь какие-то важные, значимые моменты или пункты на будущее, или вы будете принимать какие-то решения. Может быть, это и перемены в жизни людей, которые близки вам, и это будет оказывать на вас влияние. Вот давайте узнаем, что же нам расскажут карты. И как раз пасьянс – это событийный ряд. А где-то больше чувства или возможности какие-то мы, я так думаю, более раскроем на колоде Таро. Я же вас хочу пригласить на свой сайт и перейти в описание под видео, где вы, в принципе, можете найти как переход к разным плейлистам и выбрать знак зодиака и по Солнцу или по асценденту. Прочитать как раз вот гороскопы на моем сайте. Есть и до конца 2024 года. Есть и разные статьи по психологии, есть и на ноябрь планетарный гороскоп, на декабрь у меня еще не готов, времени мне катастрофически не хватает, но я думаю, что-то каждый найдет по своим интересам. Итак, что же для львов и львиц неожиданности и сюрпризы, как видят карты пасьянса? С чем, с какими событиями это может быть связано? Нечего мне добавить, мои дорогие, сразу Солнце, карту удачи или карта возможностей, значение само по себе, как бы Солнце, это как, считайте, удача освещает ваш путь, тем более в самом начале расклада. Что-то тут для вас складывается очень в красивый узор. Словно пространство, назовите Вселенная, вам помогает. Есть и какие-то пустые разговоры. Вообще, по аркану Солнца это рост вашей популярности. Такое может быть. Или как сама перспектива. Но есть и то, что как пустые разговоры за вашей спиной, или люди в вашем окружении, которые ведут эти разговоры, вас могут втягивать в эти разговоры. Вы будете в центре внимания, безусловно, в ноябре вторая половина, потому что уже Солнце где-то об этом предвещает. Идем дальше. И знаете, вы можете даже чувствовать людей неискренних. Если мы говорим мельница, пустые разговоры, это как поговорка. Милее меля твоя неделя. Раньше такая существовала, я знаю точно. И вот эти цепи, это как сердечная тяжесть. Это не то, чтобы какая-то информация конкретная, которую мы можем переложить на реальные события. Это именно ощущение. Может быть, все и идет очень даже неплохо, но вот что-то внутреннее, да, не дает покоя. И это уместить в какие-то рамки, как из ощущений в реальность, практически сделать невозможно. Поэтому сами себе каких-то барьеров не ставьте. Помните, что, где-то настроение может так немножко барахлить. Вот именно через настроение чаще эти цепи и проигрываются. А у вас любовь. К вам может кто-то оказывать вам, точнее, знаки внимания. Но вверху как раз вот эта мельница может и говорить, с одной стороны, о вашей недоверчивости где-то, может быть, у кого-то по работе, или как новое знакомство, или какой-то человек, который активно ищет с вами каких-то контактов, и вы, по разным причинам не очень хотите доверять. Давайте узнаем, что дальше. Тем не менее, хорошее настроение. Вот правда, может у кого-то быть, отчасти знакомство, почему нет? Или контакты с человеком, кого вы знали, который теперь хочет с вами познакомиться поближе. Оказывает вам
какие-то знаки внимания. Флирт, кот. Но тогда я могу предположить, что приятно с одной стороны, но с другой стороны это ваше где-то недоверие конкретному человеку. Давайте посмотрим еще. Может быть, мои дорогие львы и львицы, прежде была какая-то, ну, не самая приятная история, и теперь ощущение, я вообще никому не верю. Вот запросто. Я бы могла сказать, что, ну, как-то настороже вам быть, но предпосылок я не вижу, потому что сердце, вот когда иногда бывает такое в этом пасьянсе, выпадает еще и кинжал, то тогда это как, ну, где-то предвестник разбитого сердца. Нет, кинжал у вас здесь не совпал, это точно могу сразу сказать. Поэтому кто-то, возможно, и искренне проявляет в вашу сторону внимание. Но вот в плане доверия тут у вас сложновато. Поэтому я и могу предположить, что какой-то грустный опыт прежде не дает вам как-то возможности. Или у вас другие планы попросту. Ну вот какие планы у львов и львиц? Посмотрите, у вас может быть, ну и будет, это точно. Когда деньги в этом пасьянсе совпадают, точно, деньги мы получаем. Или решаем какие-то вопросы по части важных документов, которые в итоге можно потом свести к финансам. Или какие-то банковские соглашения, закрытие, может быть, отчасти банковских вопросов или дел. Вообще высокие инстанции, и для кого-то это может означать построение карьеры, новые возможности по карьере Солнца и книга. В этом раскладе, пасьянсе, как раз книга означает как учреждение, организация, официальное именно что-то, или чиновники, контакты с высокими лицами или с людьми, которые стоят по лестнице иерархии все же выше, чем вы. Может быть, это как раз вопросы через деньги, а может быть, это ваша карьера. Вот тут будет по-разному. Перекладывайте на свою жизнь, что для вас наиболее актуально. Может быть, кто-то банально просто пойдет оформлять какую-то одну бумагу к чиновнику или в какую-то инстанцию, или что-то вы будете узнавать, определять, может быть, по части именно вот денежных каких-то тем. Но посмотрите, если мы говорим о интересе в сторону вас, если мы говорим о флирте, выпадает роза. Роза, флирт, сердце. Кто-то, правда, вы кому-то можете очень нравиться. И, может быть, в ноябре, наконец, человек решится, ну, как-то с вами заговорить, возможно, о своих чувствах. Или проявлять в вашу сторону больше внимания, чтобы вы догадались сами. Может быть и так. Для кого-то через пустые разговоры вы можете расценивать человека как что-то несерьезное. Или вот эти контакты, вот это внимание как какую-то ерунду. Мы ведь смотрим с вами на неожиданности и сюрпризы, и вы можете расценивать это как неожиданный сюрприз как раз. Почему-то именно этот человек, ну, где-то неровно дышит. У кого-то может проиграться и так. Хотя я могу допустить, у кого-то банально может проиграться знакомство. Даже в тех случаях, когда вы, ну, где-то не рассчитывали на это. Это могут быть и контакты, как я уже сказала, с теми людьми, с которыми прежде вы дружили или, может быть, контактировали по работе. А тут что-то перерастает в нечто большее. Но, по крайней мере, в вашу сторону знаки внимания будут. Вам это будет в каком-то контексте приятно, это точно. Но еще успешными будут и согласования, и карьера, и финансы тоже. Это так в целом, чтобы подвести итог под нашим цыганским пасьянсом. Неожиданности на картах. С чем это связано? 3 карты для вашего знака зодиака. На ноябрь неожиданности. С чем это связано? И 3 карты сюрпризы. Может быть, которые вытекают из неожиданных возможностей. Что вы должны рассмотреть, может быть, уделить чему-то внимание.
Правда, построение карьеры или для кого-то решение вопросов. Кстати, по личной жизни может быть. Иногда проигрывается рыцарь Пентаклей, как, знаете, какие-то отношения, которые долгое время тянулись, ни шатка, ни валка, непонятно, не то они продвигались, не то они стояли на паузе, была какая-то неопределенность, была какая-то неразбериха. Человек, может быть, то появлялся в вашей жизни, то пропадал, и тут вот он может появиться с новым своим вдохновением, с какими-то планами на будущее. Это я говорю, если мы берем в расчет карты пасьянса. По рыцарю Пентакли это такие, ну, в некотором смысле тугодумы, назовем, никого не хочу обидеть. Но, правда, есть люди, мы все разные. Но те, которые не принимают быстро решения, которые словно прицеливаются очень долго, что-то продумывают, просчитывают, делать хотят, если какой-то последующий шаг, то так, чтобы это было как-то более фундаментально надежно. И нельзя сказать, что это плохо. Значит, какое-то продвижение может означать в отношениях. Но чаще, безусловно, эта карта, я ее называю марафонский забег, и проигрывается именно дело работы, бизнес, построение карьеры или вашего творчества, развития, какие-то новые планы или в новом контексте, когда как новое творчество мы можем что-то изучать по этой карте. И в последующем эти знания, опять же, мы переложим на практику, и нам это принесет деньги. Не просто даже изучение, как любопытство пустое именно, а нет, мы смотрим на это как на прогресс в наших делах, в нашей жизни, в качестве жизни, но это еще нам предстоит какой-то пройти путь. Это не совсем ноябрь, а последующие какие-то действия, когда вы будете уделять этому вопросу или какой-то сфере жизни, которая так или иначе все же пентакли, и есть момент заработка или откуда к нам приходят деньги. Вот мы уделяем пристальное внимание, потому что мы словно отшлифовать что-то должны, стать наиболее перспективным специалистом. Или это не потому, что кто-то от нас требует или хочет этого. Нет, мы сами именно этого хотим. Давайте посмотрим. Это как неожиданность. У вас какой-то может быть интерес, совершенно как к новой работе. Еще один рыцарь. Мои дорогие львы и львицы, вы знаете, скорее всего, будет много или переездов каких-то, или поездок. Может быть, это короткие путешествия, может быть, приятные путешествия. Должна сказать, что по рыцарю все же кубков подарки еще идут. Или приятные какие-то как раз знаки внимания, все то, что мы говорили, ведь кубки. Но я не могу сказать, что эта карта сразу предвещает надежные отношения. Увы, нет. Но она нас приглашает насладиться моментом. Вот это есть. И как будто и говорит: Лев, радуйся моменту. Вот у тебя сейчас что-то складывается хорошо, и ты не беги впереди паровоза или не забегай вперед. Если оказывает кто-то знаки внимания, почему нет? Позволь себе порадоваться, позволь себе отдохнуть. Может быть, соверши какую-то недалекую поездку, какое-то маленькое даже путешествие. Вот отдыху уделить внимание самому себе просто необходимо. Нам об этом говорят, да, пожалуй, все карты. И тут как будто те поездки, которые вам будут приятны, мои дорогие. И это неожиданные могут быть поездки. Кто знает, может быть, в этих поездках как раз и произойдет знакомство. Паж кубков, правда, новые отношения или отношения как с чистого листа. Может иногда эта карта проигрываться как, ну, какие-то приятные вести от ваших детей, может быть, и подросших детей, как успехи детские. И вас это тоже радует. Но, безусловно, все нам говорят о прогрессе, неожиданностях, о хорошем настроении и о каких-то, пусть даже маленьких, но очень приятных моментах. Хорошо, давайте узнаем, что же по сюрпризам. И я называю эту карту ожидания. Именно в этой колоде нам показана девушка, которая просто, ну, по сути дела, ждет. И часто эта карта проигрывается как в личной жизни, наши партнеры. И не важно, что у нас королева, по полу карту не рассматриваем. Это какие-то вопросы вашей семьи, вашей пары или, опять же, личной жизни. Может быть, где-то с рыцарем кубком это будет
ну, как взаимодействие. И рыцарь кубков мы ведь с вами сказали, не забегая вперед. И, может быть, позволь, тогда, если мы соединим значение этих карт, позволь чему-то развиться должным образом. Не старайся быстрее, ну, как подвести какой-то итог. Или, если отношения развиваются, пусть все идет своим чередом. Тут все со временем станет на свои места. А если мы отнесем это к рыцарю Пентаклей, тогда вам будет нравиться чем-то заниматься. Будет нравиться неторопливо даже что-то изучать. Или за вдохновением. Ведь это карта вдохновения, еще интуиции. Много приятных эмоций, мои дорогие, посмотрите. И вместе с тем есть еще и те пункты, которые свидетельствуют о надежности. Это по части рыцаря Пентаклей. Я должна сказать, когда выпадает рыцарь Пентаклей, если вам нужны, допустим, деньги, закрыть какой-то вопрос, совершить платеж, и в определенный период вы этой суммой не располагаете, в вашем окружении обязательно есть тот человек, который вам поможет именно финансово, или совершить этот платеж необходимый, или выручит вас деньгами. То есть, какова бы ни была сложная ситуация по деньгам, выход определенно будет найден. Вот всегда это на 1000% проигрывается. Поэтому продумайте. И если вы не рассматривали даже как обратиться к кому-то, но проанализируйте ваше окружение. И какой-то вопрос вы сумеете решить. И даже ту проблему, которая долгое время словно застряла в одном месте, именно по финансам, вы во второй половине ноября это железно решите, мои дорогие львы и львицы. Рассматривайте самые неожиданные именно варианты, и вы эти варианты найдете. Возможно, не один, а даже парочку. Аркан умеренности нам тоже говорит, не торопись, насладись где-то моментом. Да, это карта терпения, это не есть скорость. Но про скорость нам тут, кстати, и не говорит ни одна карта, да и карты пасьянса тоже. И, может быть, больше призывают как раз избавиться вот от этих цепей или внутренних каких-то сомнений, тяжести, может быть, от предыдущего сложного периода, от большой усталости, мои дорогие львы и львицы. Планетарно у вас мог быть период предыдущий какой-то архисложной активности, когда вам приходилось, может быть, это я по планетам чисто беру, когда вам выкладываться, ну, чуть ли не наизнанку, тогда вторая половина ноября. Не тормошите себя, будьте милосерднее к самим себе. Будьте добрее, уделите внимание собственному самочувствию, может быть, собственному здоровью, хотя ни одна карта нам не говорит о болезни, но просто отдыху, мои дорогие. Вот самое время, какая-то перезагрузка, ведь у вас первая карта Солнца. Помните, уставшие люди делают ошибки. И вот как будто отдых у вас стоит на первом месте вторая половина ноября. И приятные эмоции. Как хотите, расценивайте, но для вас это задача номер раз. Королева мечей – это карта независимости в первую очередь. И карта таких очень продуманных решений, очень важных. Безусловно, карта статусная, поэтому для кого-то из вас о статусе как раз может и свидетельствовать. Но, видимо, для того, чтобы принимать эти рациональные решения, может быть, и стоит хорошенько отдохнуть. По этой карте мы рассчитываем всегда сами на себя. И, видимо, есть ряд вопросов, когда можно и нужно отдыхать, но и принимать рациональные решения. Может быть, не совмещать в себе вопросы работы или ваших личных достижений, честолюбивых планов. Это словно в одной позиции должно находиться. А все, что касается отдыха и эмоций, в другой. Вот не должно быть какого-то микса в этих вопросах. И тогда у вас будет больше определенности. Об этом нам тоже говорят карты. Хотя, может быть, у кого-то есть контакты с конкретным человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. И не важно, что у нас королева, тут может быть у любой мужчина и девушка. Это знаки зодиака, близнецы, весы, водолей. Может быть, просто как контакты возобновляются с этим человеком, или есть какие-то новости от подобных людей, у кого либо по знаку зодиака солнечному, или даже по асценденту кто-то находится в таких энергиях. Но и для вас, повторюсь, это все-таки, когда вы надеетесь сами на себя. Именно приходит вот эта независимость,
к нам не когда мы кому-то что-то доказываем или мы настаиваем на своем, а когда мы как-то элегантно, не втянуты в какие-то распри или в какие-то конфликты, или когда мы себя бережем, безусловно. В первую очередь бережем от чего? Сейчас скажу. Именно в этой колоде карт, обратите внимание, нам показана прекрасная королева мечей. И по королеве мечей это всегда сильная позиция человека, который прежде где-то испытал глубокое разочарование, либо предательство, либо была какая-то некрасивая ситуация в отношении вас, вы чего-то не ожидали. И теперь некоторая закрытость, она присутствует. Королева мечей умеет хранить тайны. И в данном случае нам показана вот такая независимая леди, и возле нее кошка. Обратите внимание, что очень много птиц на карте. И птицы всегда символизируют информацию и новости. И вот одна из птичек подлетела к кошке. С виду кошка приятный зверь, очень симпатичный. Но мы с вами знаем, когти смертельно опасны, а прыжок молниеносен. Поэтому будьте осторожны с информацией, с тем, что вам подают как информацию, то, что вы слышите. Или куда вас, может быть, зовут, приглашают. Нужно какую-то свою независимость сохранять или быть с чем-то внимательными, быть с контактами какими-то внимательными все-таки, мои дорогие львы и львицы, потому что рядом вот эта самая кошка. Есть то, чего мы пока не знаем. Поэтому где-то продумывать решение любого вопроса с позиции, что я буду делать, если что-то пойдет не так. Или как я буду выкручиваться из какого-то положения или ситуации. Ну, это я так уже говорю, но должна предупредить. Давайте мы с вами узнаем, к чему все идет. Что дальше? Мы же с вами любопытные. Для чего мы делаем все расклады? Итак, что дальше? К чему все идет? Правда, вот по части информации я называю пятерку жезлов карта информационного хаоса. Много у вас будет, как и контактов, будет много и поездок, может быть, и людей вокруг вас. По пятерке жезлов как раз и проходят люди, которые ведут себя несколько ненадежно или как дети. Утром пообещали, к вечеру забыли, или они не умеют держать слово, не хозяева собственного слова. Так и может проходить какая-то сумбурность информации. У нас, в принципе, планетарно даже нам предвещают все-таки переход Плутона из знака зодиака Козерог. 20 числа уже он будет у нас в Водолее. И могут быть даже в мировом масштабе какие-то новости, которых мы вот как раз и не ждали. И это не значит, что мы должны где-то хаотично сразу как-то действовать. Здесь могут проходить где-то и намеренные фейки или какая-то ложная информация. Поэтому не торопитесь о чем-то судить или быстро включаться в какой-то вопрос. Если вам что-то предлагают или может быть, как участие ваше в каком-то деле, тогда нужно все же что-то просчитать. Может быть, как раз в увязке с пятеркой жезлов нам королева мечей говорит: будь аккуратен, лев, потому что ты тут будешь слышать разное. Да и люди будут тоже не очень-то надежные. Люди будут разные. Вот к этому, в принципе, нужно быть готовым. К чему все идет? И ведь это что будет продолжаться? Значит, вот какие-то будут в вашем окружении персонажи, которые... вы не можете на них понадеяться, это точно. Обещать вам могут разное. Но сказать, что это те, которые... Они говорят: да, я приду на помощь, например. Или они говорят: да, можешь на меня рассчитывать. И что вы можете рассчитывать? Вот нет, тут бы я этого не сказала. Но, мои дорогие, все равно ваша победа. Вот это солнце. Поэтому просто вот какая-то ваша продуманность, осторожность, она в ноябре должна присутствовать. Победу эту вы получите. Но это не карта, когда мы успокоились. Отнюдь нет. Вам придется сохранять ваши позиции, и поэтому это тоже потребует некоторой концентрации внимания. И для этого
необходимо хорошо отдыхать в конечном итоге, поэтому для вас очень важно себя не тормошить и просто идти по этой ситуации, слушать свою интуицию, ведь королева мечей – это в первую очередь интуиция. А что такое интуиция? Это связь, прекрасный тандем интеллекта и прежнего опыта, такого холодного, беспристрастного, когда мы понимаем, что в нашей жизни какие-то обстоятельства нам не подвластны. Прекрасный период, мои дорогие львы и львицы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.